Yeah. Пожалуйста, если лишь ясность осознавания, то есть ли возможность принятия решений личности? Или это лишь вильность принятия решений, которая на самом деле импульсивная, активная? Если все-таки есть, то каков так механизм, какие факторы выяснены? You said that the mind is self-rikpa. The mind, you gave the definition of awareness or mental, is self-rikpa, clear and knowing, yeah? Mere clear and knowing, whatever the definition was. So if that's the case, then does the person has anything to do with the voluntary decision, with the free will of deciding something? Or it's all controlled by karmic impulses and we have nothing to do as individuals by deciding to do that or to do this? Okay, this gets into a big discussion of free will versus determinism. Это, нас кажется, может ввергнуть в бесконечную дискуссию о соотношении свободной воли индивида и детерминизма, да, или фатализма. Tie this with mental activity. И увязать это как-то с ментальной активностью. Mental activity, you use the words clear and aware, but clear and aware are very misleading terms, so you have to know what they mean. Otherwise, you think clear means in focus. It does not mean in focus. Ясное и осознающее, да, такие определения используются в дефиниции ментального процесса, но они очень, так сказать, запутывающие звучат, и может показаться нам, что вот эта вот ясность, да, clear, первое определение, unfocused. Clear does not mean it's not the opposite of cloudy. Ясность — это не противоположность затуманенности здесь. Means the arising of a hologram, a mental hologram. Это означает способность давать рост этим голограммам, всем богатству. The hologram clearly arises. Голограммы clear means here. Голограммы ясно в нем возникают, ясно восходят в нем. Вот к этому относится ясность, а не к тому, что оно не затуманено. So that hologram that arises could be a blur, it could be confusion. И ясно могут возникнуть голограммы полного тумана. Doesn't mean и неясности. That it's in focus. Понимаете? Like the word clear would imply. И не значит, что оно не что оно. Sorry, it doesn't. It does not mean in focus, as at least the English word clear means. Это не означает, что в полном фокусе, да, как английское слово ясность подразумевает. You know, I don't understand what you said. You know, I'm unclear. But we're not talking about that kind of clear or unclear. Это не то, что мы говорим. Мне совершенно не ясно, что ты сказал. It's not that type. Not at all. Это совершенно не относится к тому пониманию ясно-неясно, которое мы говорим в бытовом. Там, мне ясно, что ты сказал. Или мне совершенно непонятно. Да, это не про это. So please replace your understanding of the terminology with the definitions of what it actually means. Замените, пожалуйста, свое понимание вот этих вот моментов с дефинициями верными, да, как это понимается в буддизме. Иначе вы себя только дальше запутаете. And aware in English means that you understand. We're not talking about that. We're talking about any type of cognitive engagement. It could be confusion. It could be I don't understand. It could be I don't know. Ясно и anything. Ясно и сознающее. Сознающее сознавать в английском значит понимать. Aware значит understand. Да? Здесь опять речь совершенно не об этом, как бы, мы поняли, я понял, я разобрался. Здесь это может быть полный там туман, полное заблуждение, полный какой-то конфуз ментальный, да? И все это будет относиться, тем не менее, к категории aware, осознаванию чего-то. So, now you ask this, and remember the third word was merely, which means that this is all that is happening, and there's no separate me that is controlling it or watching it. И помните, там было третье слово «лишь» или «только», да, в этом определении, которое отрицало наличие какого-либо там контроллера, да, там в виде личности «я», наблюдающей или манипулирующей этим процессом. So, what would free will mean? Что же тогда будет означать свободная воля? It would mean that there's a separate me that control what's happening. Это будет означать, что есть некое постороннее «я», которое контролирует процесс и решает, куда он пойдет. As if all these choices were there like on a menu, and I'm sitting over here and I can choose what I want.
Как бы если бы в меню передо мной были все вот эти опции выбора, я бы сидел бы, думал где-то здесь со стороны, выбрал бы и применил бы это And of course it решение. appears like that. This is what's deceptive. Конечно, кажется, что именно так оно все и есть, но в этом-то и есть обман. Should I sit over here or sit over there? Should I eat Сесть this мне or should I здесь eat that? или сесть мне тут, съесть мне это или съесть мне это. There's no separate me. That has this free will. Free will is based on a complete misunderstanding. Нет отдельного «я», который обладает этой свободной волей. Поэтому свободная воля – это концепция исключительно запутывающая и ложная. And what's determinism? Что ж тогда такое детерминизм? That there's a me sitting over here watching what is happening and it's out of control. Детерминизм или такой фатум, да, это что опять же, Out of control, out of control what's happening. All by karma. Оно опять же подразумевает наличие этого «я», который сидит вот здесь и в ужасе там ахает, что все вне моего контроля происходит, все в руках кармы или там Господа или кого-то, и оно переживает, что все это мимо него течет. Or some divine being in heaven has decided what's going to happen. Или какой-то Бог-творец, который решает за нас, что будет с нами и посылает нам какие-то судьбу, а мы сидим здесь в стороне жертвы этого детерминизма. So both are extremes. Оба это какие-то экстремальные Both воззрения, are incorrect. и оба неверны. You know, what we do, what we experience, is influenced by many, many factors. Что мы делаем, что мы переживаем, все это подвержено влиянию множества различных факторов. So there are all the tendencies and so on, which some are karmic tendencies, some are tendencies to get angry, tendencies to feel love. There are tendencies, so many different kinds of tendencies. Все это различные тенденции, масса тенденций всевозможных. Какие-то из них кармического свойства, какие-то из них тенденции генерировать те или иные состояния сознания, как любовь, гнев, там, гордыню или что угодно. And just as we said, you know, mental activity cognizes things, and also you have to say that person cognizes things. I know something. It's not that just mental consciousness feels anger. I feel anger. И как мы говорили в начале, мы должны понимать, что ментальное сознание познает объекты, ну, в акте ментального познания, но также и личность, и я познает их, да, и мы же не говорим, что сознание мое познает, это я познаю, я люблю, там, или я страдаю, да, мы всегда... There is an intention to be nice to somebody or to be nasty to somebody. Есть намерение там быть добрым по отношению к кому-то или быть наоборот злым по отношению к кому-то. Which accompanies seeing a person. И оно рождается or thinking about them. От мысли, при мысли о каком-то человеке или при встрече с этим человеком. So that intention is arising because of many, many circumstances, what the person did to us before, the mood that we're in, our tendency to be nice or to be not nice, karmic tendency. Mm-hmm. И рождается такое намерение из массы каких-то факторов. Какое настроение у нас сейчас, какая нас история связывает в прошлом с этим человеком и так далее и тому подобное. Масса факторов взаимодействия определяет наше намерение. But it's not just that the mental activity gives rise to the intention. You'd also have to say that, or that the mental activity has the intention. You also have to say that I have the intention because the me is imputed on the mental activity. Но это не значит, что ментальная активность имеет намерение. Это и я имею намерение, ведь я это то, что обозначается поверх как раз этой ментальной активности. It's not that nobody has the intention, and it's not that you have the intention, I have the intention. Это не значит, что никто не имеет намерения, или ты имеешь мое намерение, да? Я имею мое намерение, но что такое я? Это обозначение этого ментального. So I am involved. I am responsible. Я вовлечен поэтому, я ответственен поэтому. And it's neither a case of free will nor determinism. И это не случай детерминизма, и это не ситуация свободной воли. Это что-то другое. У нас тут ложная пара выборов была изначально. But that requires an awful lot of Но это thought требует массы to understand that. осмысления, чтобы разобраться и понять. But it's very important to understand that we are in fact responsible for what we do. Но понимать это очень важно на самом деле, что мы ответственны за то, что делаем. And it's not that we have total free choice to choose off of a menu, and it's not that it's totally out of control. И одновременно Therefore, we're not responsible. Не впадать в воззрение, что у нас вот тут полное меню перед нами, и мы решаем, что и как здесь будет, или что все это в руках там каких-то высших сил, а мы здесь безвольные жертвы.
Very good question. Хороший вопрос. So, What?